Сегодня я хочу с вами поговорить о таком бюджетном продукте, как морилка водная, цвет черное дерево, производитель Новбытхим. Морилка на водной основе, в ее состав входят полимеры, красители и вода. В отличие от морилок на растворителе, водные морилки легче наносятся кистью или ветошью. На примере я покажу, что бюджетной водной морилкой можно также добиться интересного результата для отделки элементов интерьера. Я возьму два сосновых бруска. Один из них я подготовлю и пропитаю 30% раствором клея и воды для более ровного нанесения морилки на первых слоях. Второй же будет без какой-либо подготовки. Наносим первый слой морилки и даем высохнуть. Через некоторое время можно видеть, что на подготовленный брусок морилка легла ровнее и интенсивность цвета на нем намного меньше, так как клеевой раствор, или если это можно назвать грунтовкой, создал подготовительный слой. Растворы на водной основе поднимают ворс, и я сделаю легкую перешлифовку. Далее наносим второй и третий слои и также даем высохнуть. Предварительная подготовка грунтом особенно актуальна, если вы хотите оставить светлый тон древесины или нанести минимум слоев и добиться при этом ровного цвета. При нанесении более 2-3 слоев уже можно видеть, что с каждым слоем цвет выравнивается. Поэтому если вы хотите добиться сильного контраста, как в этом видео, то предварительную обработку можно не делать. Наносим еще один слой. Я хочу, чтобы светлая древесина потемнела настолько, насколько это возможно. Плюс в том, что морилка очень жидкая и на водной основе, и сколько бы слоев мы ни наносили, она все равно не перекроет волокна и структуру древесины, как бы это было с красками или лаками. Я нанес около 4-5 слоев, результат начинает радовать. Можно хорошо разглядеть древесину, проявилась ярче ее глубина, текстура и рисунок. В любом случае оставлять в таком виде не стоит, так как поверхность быстро затрется и в нее будет впитываться пыль. Поэтому я возьму и нанесу два финишных покрытия разных по составу. Одно это будет масло для интерьера с твердым воском, а другое это масло для столешниц. Тест этого продукта есть у меня на канале. Смотрим на первый продукт. Видим густую консистенцию, свойственную маслам с твердыми восками. Наносим. Состав второго продукта отличается от первого, он более жидкий по консистенции, и его я бы отнес больше к пропитке. Также наносим ветошью. Вот так выглядят бруски сразу после нанесения. Далее даем высохнуть 24 часа и видим, что масляная пропитка проникла внутрь и не оставила на поверхности почти никакого слоя, или он очень тончайший. Нету сильного блеска и создается впечатление, что поверхность ничем не покрывали. А вот масло с твердым воском образовало свой защитный слой пленку, который хорошо видно. Лично мне понравился больше второй вариант. А какой вариант понравился вам? Если хотите оставить вид необработанной поверхности, берите более жидкий по составу продукт. Если же вам больше нравится вариант справа, берите более густые масла с твердыми восками. Также для эксперимента я нанес эту морилку на фанеру. Фанера в контакте с данным продуктом очень интересно себя показала. В отличие от сосны, на первых слоях нанесения морилки текстура фанеры выглядит намного интереснее. Это напомнило мне древесину чережейра. Вот она. Всем, кому было полезно это видео и вы узнали что-то новое для себя, а может у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, оценивайте, делитесь с друзьями. Всем удачи, до встречи.